Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. И в этом видео я предлагаю рассмотреть основных славянских богов, которые составляют собой суть устройства мироздания. Сразу скажу, зачем это нужно. Для того, чтобы человек понимал, как устроено мироздание, понимал, что эти боги и составляют суть нашего мироздания. И, соответственно, энергию этих богов мы и получаем через свой родовой канал, то есть через 9-ю, самую высшую чакру. Если же человек не знает своих богов, не знает, как устроена Вселенная, не знает, что это его боги-прародители, то, соответственно, высшие чакры нормально не работают, родовой канал имеет минимальный размер, то есть человек получает минимальную энергию и не знает, откуда ее брать. А вы понимаете, уровень энергии той же Вселенной, галактики, Солнца, он намного выше уровня энергии любого человека. А понимание этих процессов получается как возрождение всей родовой линии, возрождение родового древа, и человек начинает получать энергию из самых глубоких, самых мощных корней. А так, человек, не зная устройства мироздания, не зная своих изначальных предков, то есть божественных, он лишен этой изначальной энергии, то есть у него куча проблем по жизни, и все время не хватает энергии какой-то. А вот эта энергия спрятана в родовых корнях, поэтому человек, лишенный понимания этого, как дерево, лишенное корней, которое в итоге все равно погибнет, потому что нет глубинной связи, нет глубинной подпитки. Причем из колоссальных объемов энергии это все равно, что иметь неограниченный банковский счет, но не знать, где он находится. Вот для этого я предлагаю рассмотреть славянских богов основных, потому что все думают, что у славян богов множество. На самом деле у славян бог един, то есть все мироздание едино, но оно много проявлено. Вот эти различные проявления и есть славянские боги, которые фактически просто описывают устройство мироздания. Потому что есть самый высший уровень. Вот весь мир у славян устроен по принципу Рамха. Что такое Рамха? Это вышняя непознанная сущность, излучающий изначальный жизнь несущий свет. Ра. Отсюда крамола, молитва кра, красота, подобная изначальному свету Ра, и радость, достаток света Ра. То есть человек, который это не знает, не может обладать в достаточной мере красотой и радостью жизни, потому что не знает принцип устройства всего мироздания. То есть здесь мы опять же видим проявление, грубо говоря, Ра это мужская энергия, Ха это женская, и вместе с взаимодействием они создают какую-то третью энергию. То есть фактически мы получаем триединство, опять же, которое вы много раз встречаете во всех легендах, мифах и понятиях. То есть если рассматривать строение нашего мироздания, то как раз Рамха это метавселенский уровень, то есть над всеми вселенными, то есть изначальный огонь творения. Дальше идет наш вселенский уровень. Кстати, славяне знали около 108 вселенных. Мы живем всего лишь в одной, и то ее не всецело знаем. Потом за вселенским уровнем идет галактический уровень, потом идет уровень Солнечной системы, ну и планетарный высший космический разум. Потому что все, что мы рассматриваем, на самом деле живое, и обладает и душой, и сознанием, и получается это то сверхсознание, опять же, куда мы можем выйти и получить ответ на любой вопрос. Если у нас нормально развито наше сознание, наша душа, а про это я все рассказывал в предыдущих видео, перейдите, посмотрите. Поэтому фактически Рамха это изначальный свет, то есть Всевышний, находящийся вне времени и пространства, который фактически и создал это время, пространство, материю. То есть прародитель, излучающий жизнь, не родящий свет, силу Ян, то есть мужскую силу, состоящую из живатных. То есть атом это неделимый живой атом, фактически это те души, из которых состоит наш мир. И первичный огонь мироздания, он называется еще Энглия, то есть это фактически такая женская энергия. То есть сила инь, состоящая из совокупности всего опыта проявлений всех живан. То есть опять же опыт, который накапливается душами, который мы уносим из этого мира, и является силой Энглии, то есть огонь огня мироздания, из которого проявили все существующие вселенные. Я же славяне знали 108. Пространство и миры. То есть Ра это фактически, можно сказать, изначальный свет, М это мудрость, знание и материя, а Ха это положительная изначальная сила эволюции. То есть в результате накопленного общего опыта.
Вот что такое по сути Рамха. Как насчет этих знаний у современной науки? Да, современная наука уже начала чего-то догадываться, потому что у нее тоже мир уже начинает состоять из материи, которой всего 4%, на самом деле еще меньше они видят. Это я показывал в своих видео, все ссылки будут в описании под видео. А остальные части они тоже разделили еще на две неизвестных им части. То есть это темная энергия и темная материя. Темная энергия примерно 74%, темная материя примерно 22%. Почему? Темная, потому что наука настолько темная, что не может разобраться, не знает об этом ничего. Прошлые цивилизации прекрасно об этом знали, потому что жили в гармонии с природой, то есть всем мирозданием. Ну, в первую очередь славяне. Опять же, мы эти знания видим на своих изначальных символах. Перед вами герб Беловодья. На самом деле это две легендарные птицы. Одна из них птица Ра, что означает, опять же, феникс, опять же, возрождение из пепла после любой катастрофы. А вторая птичка Рог. То есть она же судьба, то есть это богини судьбы. Макаш, доля, недоля. То есть фактически, опять же, мужская и женская энергия. Опять же, что мы там видим, щит это фактически движение Земли вокруг Солнца, то есть сама Земля, меч для защиты, как бы веры, то есть знаний. И как раз 16 чертогов над головой этой птички. И как раз звезда Энглии, означающая свет солнца, которая ближе всего источника света. А вверху большая медведица и изначальная планета, откуда прибыли белые люди. Ну, это мы рассмотрим более подробно в других видео. Факт в том, что вы этот символ все знаете, просто не знали, как он состоит. Отсюда и правящая династия Рюрики, ну, Рароки, то есть еще один перевод соколы. Опять же, если мы возьмем Сварожий круг, то есть это, вы знаете, это как 12 созвездий, у славян это 16 чертогов, то там мы как раз видим бога Рамхата, он же чертог вепря. То есть, а это все есть у нас зафиксировано многократно и в символах, и в небосводе. Притом, если мы будем смотреть на небо с фиксацией, то мы увидим, что мы как раз и описываем вот эти подобные круги. То есть, есть центр этого круга, а все звезды описываются вокруг какого-то как бы оси мироздания, так называемой. То есть, в центре этой оси находится малая медведица или полярная звезда, исток Ра, она же Тара. Вот перед вами ее символ, Вайга. То есть солярный природный знак, олицетворяющий богиню Тару. Сия мудрая богиня оберегает 4 высших духовных пути, по которым развивается человек, но этим 4 путям мешает 4 великих ветра, которые стремятся помешать человеку достичь своей цели. То есть, как бы, вот откуда все это родом, вот откуда эти символизмы большой, малой медведицы, различные их положения в течение года, это примерно 4 положения, ну и, соответственно, различные солярные символы и знаки. Но на самом деле северный полюс мира находится почти в 1 градусе от полярной звезды, но суточная окружность, которая описывает вокруг него полярная, практически нашим глазам незаметна. Ну, получается примерно вот такой знак. Опять же, этот знак северного полюса мира нам знаком, потому что это чертог Финиста, он опять же есть на Сварожем круге. Это чертог бога Вышиня, то есть высшего бога. Священное дерево этого бога вишня. То есть, опять же, бог Вышень, соединяя янь и инь энергии, проявляет из себя множество галактик, а затем вбирает их, уравновешивая и увеличивая таким образом силу Рамхи и Энглии. То есть, бог Вышень, он создатель, покровитель славян во всех мирах. Яве, Нави и Праве. А поэтому славяне кто? Правнуки Вышиня. Внуки Свароги, дети дочь бога. Опять же, мы сейчас все это увидим, поймем, почему это так. Вышень, бог-создатель нашей вселенной. То есть это как раз Рамха, это метавселенная, а наша вселенная это как раз и есть Вышень. Его путь это путь Творца, духовного начала, просветления. Его предназначение нести людям знания, учить различать добро и зло. Ну, для чего мы в этот мир и приходим, накапливать опыт, различать добро и зло. Он отец главы небес Сварога и дед Перуна. Соотношение его с родом создает очень сложный мифологический образ верховного божества, создателя нашей вселенной, который также сам по себе олицетворяет весь мир. Также Вышень является хранителем мирового древа рода. То есть вот справа изображение нашей вселенной, полученное в наши времена. Вот это определенное мировое яйцо, мировое древо рода. И как видите, даже видно, что ну как бы на 2 части разделено. То есть есть какие-то 2 энергии, которые все время борются и создают тем самым движение и саму жизнь.
Друзья, вы знаете, я рекомендую синтезит для энергии и комплексного улучшения всего организма. Это наша российская уникальная разработка, уже признанная в мире. Вы знаете, что победитель Дакара 2026, аргентинец Лусиано Бенавидесу, перед гонкой поделился, что принимает препарат синтезит. Por ayudarme muchísimo en mi recuperación de la lesión en Marruecos. Así que bueno, lo voy a llevar siempre presente para este Dakar todos los días a este suplemento que me ha ayudado un montón, así que bueno, vamos a darle. За 3 месяца до соревнования он попал в серьезную аварию, и синтезит помог ему восстановиться в рекордные сроки. И вот результат. Он первый. Чтобы поднять не только железо, но и энергию и витальность, ускорить восстановление, переходите по ссылке в описании. Там собраны потрясающие отзывы и данные исследований. Сейчас очень хорошая акция идет, скидка на синтезит Макси до 40%. Но осталось буквально несколько дней такой скидки. Ссылка в описании под видео. Переходите. По ведам, Гаруда – это не живое существо, а летающая машина, по которой передвигается по своим владениям вышень, принося справедливое судейство всем живущим. Постижение свободы, возвысившись над всем земным, духовное просветление и древние знания означает символ Гаруды. В какой-то степени Гаруда является космическим кораблем наших предков для путешествия по Вселенной. Вайтмары. То есть фактически символ Гаруды – это символ тех разумных существ, которые путешествуют по нашей Вселенной. Как и раньше это делали славяне. Да, сейчас эти знания утеряны, но как раз восстановить их – это и есть наша задача. Опять обрести разумность, чтобы суметь путешествовать, в том числе и по Вселенным. Перед нами одно изображение из моих предыдущих фильмов «Живое обитаемое Солнце». Мы видим искусственный аппарат, который падает в это Солнце, как раз который сфотографировали спутники, которые наблюдают сейчас за Солнцем. То есть перейдите, посмотрите, все ссылки в описании. Факт в том, что их размеры от 1500 до 3000 километров. Но это, скорее всего, уже вайтманы, то есть более мелкие летательные аппараты для путешествия внутри галактики. Вайтмара же вмещает 144 подобных летательных аппарата. То есть ее размеры просто гигантские. Фактически размером с планету. То есть целая планета для путешествия во Вселенной. Но это вы можете ознакомиться все по ссылкам в описании. Теперь нам понятно, кто такой еще бог Вышень. Теперь же, а как же наша галактика? Кто же верховный бог нашей галактики? Это как раз Сварог, причем Сва это небеса, то есть небесный рог. Вот вам изображение нашей галактики получено современной наукой. И мы видим действительно небесный рог изобилия, который дает нам энергию всей галактики, чтобы мы жили и использовали в своих земных делах в том числе. Поэтому бог Сварог – это верховный небесный бог, управляющий течением жизни нашей и всего мироустройства галактики в явном мире. Именно Сварог создал Землю и людей через дождь бога, через наше Солнце, Солнечную систему и внутреннее Солнце, дождь бога. Даровал людям многие знания, сбросил на Землю с небес плуг для возделывания земли, боевой топор для защиты этой земли и золотую чашу для священного напитка. Сварог установил законы, по которым жили славяне. То есть законы земной жизни имеется в виду здесь. То есть опять же символ Сварога это медведь. Теперь понятно, почему все славяне, медведь, медведь. Причем тут медведь? А потому что мы все как раз внуки Сварога. Поэтому у нас символ всех славян это медведь. И, соответственно, определенный круг. То есть Сварог это верховный владыка галактики. Фактически ее создатель и сама галактика. Родоначальник светлых богов, или как назвали его славяне, великий старый бог. Прабог, в отношении которого все другие стихийные божества представляются его детьми. Прибогами, то есть младшими от него происходящие. От него родились боги солнца, молнии, облаков, ветров, огня и вод. То есть, все понятно, потому что мы часть галактики, и все рождены из центра галактики, фактически. Перед вами один из знаков Сварога. То есть, он же камень-латырь, она же восьмиконечная звезда. То есть, это знак Бога-творца, Бога мудрости. То есть, знак высшей справедливости, знак праве. Также колос Сварога – символ галактики нашей, в которой мы живем. В центре он находится, опять же, центральная ось, на стажаре, стилязе, небесной оси, центр нашей галактики. Она поворачивается вокруг стажара за одни сутки и делает оборот за год, за лето заодно. Самое же медленное вращение колеса приводит к смене зодиакальных эпох, чертогов созвездий.
Такой оборот колеса длится 25 920 лет. То есть перед нами основа как раз славянского древнего календаря. Или 180 кругов жизни по 144 лета. Это время называется Сварожий круг. Сутки Сварога — это известный период обращения Солнечной системы нашего Ярила Солнца вокруг центра нашей галактики. То есть вот откуда первоисточник славянских календарей. То есть Сварог, он же Жарог, Златобог, еще иногда его могли называть. Все рабочие профессии, связанные с металлом, находятся под покровительством этого символа. То есть это токарь, слесарь, ювелир, литейщик и многие другие. В том числе и те, кто изготавливает, соответственно, оружие. Потому что бог огня, стали и кузнечного дела Сварог не может быть не связан с войной. Потому что сам Сварог является главнокомандующим небесными войсками всей нашей галактики. Он берет под опеку каждого воина, он его покровитель. Кроме того, Сварог является создателем нашей галактики, служит покровителем, он же и для строителей, потому что он же построил галактику. То есть символ бога Сварога является основополагающим знаком созидания и творения. Но быть просто творцом еще недостаточно. Требуется иметь силу и храбрость, чтобы защитить свои творения. Вот насколько это мощный знак. Опять же, людьми сейчас фактически не используемы. Ни строителями, ни тем, кто связан с огнем, с литьем и с оберегом также родной земли. То есть вот такой бог Сварог и его символы. Опять же, если Сварог — это наша галактика, то солнце, которое мы видим, а это и есть Ярила. Его еще название Яровит, Яромир, Ярила, то есть это славянский бог неистовой страсти, неудержимой силы, бог весны и рассвета всех жизненных сил человека. Ярила входит в пантеон Ясуни и поколение боги-сыновья. Ярила Солнце также считается богом юности и плотских утех. Неукротимый и бесшабашный Ярила бог выступает повелителем чувств, неподвластных разуму. То есть сравните размер нашего солнышка вот справа и того места, где живем мы. Вот откуда мы получаем колоссальный объем энергии, ну и на сегодняшний день фактически не используем. В том числе и через родовой канал не получаем в достаточной мере. Почему же Ярила только именно весенний бог, а не круглогодичный? Нет, он круглогодичный. Просто, например, в нашей части Земли именно с весны что получается? День превышает ночь, у нас все начинает прогреваться, наступает весна, все пробуждается, возрождается, буйство природы, мы получаем урожай, и вот это время и считается максимумом Ярилы. То есть максимум количества света. Вот почему Ярила считается как бы весенним богом, а не круглогодичным богом. Хотя мы увидим, что он как бы существует округлый год. Просто есть 4 Ярила в году. Это Вышний, Летний, Мокрый и Зимний. То есть вот почему он есть всегда, только его как бы его максимальное влияние на природу наступает после весеннего равноденствия. Почему он и считается как бы весенним солнцем? Но на самом деле это круглогодичное солнце, что мы видим. То есть вешний — это как раз весеннее равноденствие, потом летний пошел максимальный, мокрый — это как раз осеннее равноденствие, ну и зимний минимальный. То есть это 4 луча звезды. А вот 5-й луч, верхний, это связь с родителями, с родом. День его вторник, месяц март, камень янтарь, металл железо. Число Ярилы 5, поэтому символ Ярилы — пятиконечная звезда. Теперь вы понимаете, почему славяне вот всегда любили пятиконечную звезду, носили ее, применяли и применяют до сегодняшнего дня. Это символ Ярилы Солнца, но он непростой, как вы понимаете. Потому что я говорил, что для того, чтобы в этот мир прийти, божественные системы, то есть это круг, то есть шар, то есть это гармоничная божественная система, у которой нет развития, она уже идеальна. Для того, чтобы продолжить развитие и познание этого мира и самого себя, нужно добавить еще один элемент, 5-й элемент, то есть душу в материальный мир. И тогда система продолжает саморазвиваться. То есть получается мировое яйцо. То есть добавляется душа, и системе, чтобы перейти в гармонию, то есть опять к шару, нужно продолжать саморазвитие. Вот суть того, зачем приходят души в материальный мир. То есть материальный мир самосовершенствуется благодаря душам, благодаря, в первую очередь, человеку, как самой энергетической душе, пришедшей с высших миров.
Опять же, мы знаем, что это все раньше все знали, что эти 4 первого элемента и 5-й первый элемент – сама душа. Обратите внимание, в центре системы находится алатырь камень или знак Сварога. Почему? Потому что все души идут из центра мироздания, но, соответственно, они идут через Солнце. То есть это как, скажем так, выделенный канал, как дорога, которая и души идут на Солнце, а уже Солнце они распределяются на Солнечную систему. А из центра мироздания идет общий поток, который несет как бы информацию всем живым существам, где бы они ни жили. То есть фактически дорога от центра мироздания до нашего Солнца это такая выделенная линия, по которой души максимально быстро попадают в ту область, куда ей нужно. Поэтому здесь задействовано Солнце. Здесь задействовано Солнце как пятиконечная звезда. И эти символы и применяются в современном мире. Вот перед вами те символы, которые накладывают на себя христиане, так называемые православные и западные христиане. Первый символ, это получается пятиконечная звезда, но это звезда Ярилы Солнца. Многие ее ошибочно считают каким-то негативным символом, но это не так. Это именно солнечные, светлые символы, которые так и остались. А, например, западные христиане накладывают как бы символ А. А что такое А? Это опять же символ фиксации тени Солнца на Земле. То есть первоисточник. Для того, чтобы эти символы приобрели негатив, то есть их нужно перевернуть. То есть если они накладываются в подобном виде, это солнечные символы. В перевернутом они несут уже, да, негатив. Ну а первоисточник является Солнце. Солнце это пятиконечная звезда. А напомню, А это первоисточник всех письменностей мира, всех языков. Это отражение этого Солнца на Земле при помощи обычной палки. Вот вам фиксация солнечного движения. И это подтверждение того, что все письменности имеют какую энергетическую, световую основу. И А это первооснова у всех языках мира, во всех азбуках, алфавитах и так далее. Почему? Потому что это первооснова фиксации энергетических принципов на нашей Земле. То есть это все говорил в предыдущих видео, все ссылки на материал в описании, перейдите, посмотрите. Но многие скажут, а как же Хорс? Он еще Хоре, Корс, Хорос. Это славянский бог солнечного диска. То есть это бог хода Солнца. Это не само Солнце, а именно ход Солнца. Важно не путать Хорса с другими тоже солнечными богами. Колядой, Купалом, Авсинем и Овсинем. То есть это фактически осень, весна, лето, зима. То есть это боги представляют собой Солнце в разные времена года. Но это не само Солнце. Это как положение Солнца в разные времена года. Опять же, в разных частях Земли. То есть если равноденствие как бы оно во всех частях Земли есть, то у нас, когда у нас коляда, например, то в южной части Земли Купала. То есть максимальное расположение над куполом. А как раз коляда, кол это максимальная тень, от которой отбрасывают кол. То есть зимнее солнцестояние. То есть я это все показывал в предыдущих видео. Когда происходят основные праздники, перейдите, познакомьтесь. Поэтому Хорс, он же конь. То есть у западных славян это осталось. Хорс это конь. Ну, то есть кон это опять же круг. У славян почитался правителем колесницы, которая везет по небу солнечный диск. С именем Хорса связан хоровод, ведь этот танец напоминает движение солнца по небу. То есть Хорс это не само солнце, а движение солнца как бы по небу, ну и по земле, в том числе отражение. Вот вам слева и справа и сам Хорс и его символы. То есть отсюда и рождается крест, как бы солнечное движение Земли вокруг Солнца. Ну и, соответственно, 4 времени года. Ну и еще один самый ближний к нам бог, потому что мы дети дач Бога. Внуки Сварога и правнуки Вышиня. То есть перед вами крест дач Бога, квадрат Сварога и звезда Лады. То есть Лада это как бы женская ипостась нашей галактики. То есть мы дети Бога летнего солнца, которые стали основателями многих народов. То есть по легендам Кисек, праотец германцев, Арий, ляхов, полян, сербов и чехов, Богумир, белорусов и южных славян, Радогос, сын Коляды, как раз стал прародителем ряда славянских племен, собственно составивших костяк Московской Руси. Вот кто они прародители, ну вот прародитель от Дачбога. Кто такой Дачбог? Ну, полное имя Дачбог Тарх Перунович, один из главных солнечных богов. Но в отличие от своих богов Ярилы и Хорса, символизирует жаркое летнее солнце, полая земля. Почему это полая земля? А потому что мы уже видели Ярила летнего, а Дачбог у нас олицетворяет именно чисто летнее солнце.
Почему? Потому что по всем легендам внутри пола Земли существует постоянное лето. И дач Бог, опять же, это я рассматривал строение нашей Земли, происходит именно от строения Земли. То есть вот эти буквы, они фактически символы энергии строения нашей Земли. А сам дач Бог это внутреннее солнце Земли. И, соответственно, различные все цифры с ним связаны, описывают внутреннее строение нашей Земли, которое подтверждает современная наука. Все ссылки на эти материалы перейдите, познакомьтесь, в том числе и почему дач Бог, он же Тарх Перунович. То есть это описание строения Земли, где дач Бог внутреннее солнце и принципы его строения. Тарх это как формируется поверхность, на которой живем и мы, и те, кто с внутренней стороны. А Перунович это магнитосфера, которая взаимодействует с Землей Перуна, то есть с Юпитером. Все это я изложил в статье «Дач Бог Тарх Перунович». Опять же, ссылки на материал в описании. Перейдите, познакомьтесь. А почему же я не рассматривал род за все это время? Как раз я его и рассматривал. Потому что род это фактически взаимодействие мужской энергии с женской. R с D. Получается что-то третье. Или целостная система. О. То есть, опять же, О, это тот же первоисточник Солнца, которое мы видим, и внутреннее Солнце, и Солнце нашей галактики, и Солнце нашей Вселенной, и Солнце наша метавселенной. То есть, это как раз целостная система. Поэтому род есть во всех этих системах. То есть, есть женская ипостась, мужская. У Рамхи это Ра, как бы мужская, Ха, женская. Есть и у Вышиня как бы женская какая-то энергия, то есть Вышинь мужская, есть его проявление как женская энергия, которая идет к нам. У галактики это Сварог и Лада. У дач Бога как раз там у него было множество жен, это с другой стороны там Жива, Мара, то есть это те женские энергии, которые были главенствующими, как бы дач Бог мужская, Жива, Мара женская. А от Солнца тоже идет определенные потоки, в том числе не только мужских энергий, но и женских. То есть, соответственно, это все нужно дальше изучать, чтобы понимать, кто, где и к чему это приводит, но всегда есть как бы и женская, и мужская энергия, которые делают что? Цельную систему. Поэтому получается система род. Даже система Славь плюс Янь плюс Синь, это и говорит, что взаимодействие с божественным миром Слави, женская и мужская энергии, появляются славяне, то есть высшие души, пришедшие в этот мир из духовного мира, чтобы дать возможность материи развиваться и тоже подняться в высшие духовные миры. Отсюда и рождается понятие род, славянь и множество других. Предлагаю сделать выводы, потому что основных богов мы рассмотрели. Теперь вам понятно, кто есть кто, почему и какие энергии он заведует, какими областями он управляет. И к кому нужно обратиться, если у вас какая-то проблема накопилась, потому что чем выше бог, тем более высокие проблемы он решает. То есть не обязательно, если у вас потек кран, бежать к президенту, можно сходить к сантехнику. Тут и здесь. Не обязательно обращаться к Рамхи, если у вас задачу может решить и дач Бог, который намного ближе, и он вас 100% услышит, потому что это ваш уровень восприятия Вселенной. То есть выводы такие. Древо, лишенное корней, гибнет. Итак, человек, лишенный знания о своих изначальных божественных предках, не получает необходимую ему родовую энергию. Испытывает постоянные проблемы в жизни, которые рано или поздно приведут к гибели его родовой линии. Поэтому каждый должен знать, почитать своих предков не только до 7-го поколения включительно, имеется в виду земных, но и изначальных божественных предков, с которых и начался славянский род, которые дают нам самую мощную родовую энергию для решения всех наших жизненных задач и преодоления любых трудностей. Грубо говоря, без этого знания у вас родовой канал был 1 мм, после того, как вы это начали понимать и взаимодействовать, у вас, грубо говоря, родовой канал стал 200 миллиметров, то есть во много раз больше. Соответственно, вы эту энергию пускайте в своей жизни на то, что вам нужно. На здоровье, на долголетие, на построение родового поместья и так далее и тому подобное. Поэтому Рамха это изначальный свет, Всевышний. Он находится вне времени и пространства, потому что он фактически прародитель, излучающий жизнь, родящий свет. Силу Янь, состоящую из живых атомов, как раз вот этих душ. И первичный огонь мироздания, Энглию, силу Инь, состоящую из совокупности всего опыта проявлений всех животных, то есть сами души и их опыт, из которого появляются все существующие вселенные, пространства и миры. То есть Ра это изначальный свет, М это мудрость, знание, она же материя, а мощь. Ха это положительная изначальная сила эволюции.
Вышень, Бог создатель нашей вселенной, то есть сама наша вселенная фактически. Его путь — это путь Творца, духовного начала, просветления. Его предназначение — нести людям знания, учить различать добро и зло. Он отец главы небес Сварога и дед Перуна. Соотношение его с родом создает очень сложный мифологический образ верховного божества, создателя вселенной, который также сам по себе олицетворяет весь наш видимый мир. Также Вышень является хранителем мирового древа рода. Славяне — правнуки Вышиня, внуки Сварога, дети дочь Бога. Бог Сварог — верховный небесный Бог, управляющий течением жизни нашей и всем мироустройством нашей галактики в явном мире. Именно Сварог создал землю людей через дочь Бога, даровал многие знания, бросил на землю плуг для возделывания земли, боевой топор для защиты этой земли и золотую чашу для священного напитка. Фактически живая вода. Сварог установил законы, по которым и жили, и живут славяне. Ярила, он же Яровит, Яромир, наше видимое солнце. Славянский бог неистовой страсти, неудержимой силы, бог весны и рассвета всех жизненных сил человека. Ярила, солнце также считается богом юности и плотских утех. Неукротимый бесшабашный Ярила, бог, выступает повелителем чувств, неподвластных разуму. Дачь Бог, он же бог Тарх Перунович, один из главных солнечных богов, но в отличие от своих собратьев Ярила и Хорса, символизирует жаркое летнее солнце, то есть внутреннее солнце нашей земли, нашей полой земли. Славяне — дети дачь Бога, как раз дети бога летнего солнца, стали основателями многих народов. Кисех стал праотцом германцев, Арий — ляхов, полян, сербов и чехов, Богумир — белорусов, южных славян. Радогост, сын Коляды, стал прародителем славянских племен, собственно составивших костяк Московской Руси. Ну и помните, повторение — мать учения, новая информация сразу не усваивается, если надо, даже скачайте этот ролик, потому что он всегда пригодится вне времени и вне пространства, потому что в любое время вы будете понимать, кто, какой бог, за что отвечает и почему мы являемся его как бы родственниками. Все ссылки на использованные материалы под видео и в конечных заставках к самой видео. Переходите, знакомьтесь со всеми имеющимися материалами. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды — это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, так и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.